Друзья, приветствую вас на канале, посвященном погоде рынка недвижимости острова Кипр. Сегодня мы с вами будем говорить о целой провинции Фомагуста, куда входит достаточно много населенных пунктов. И через, как я люблю говорить, призму времени и цифр попробуем разобраться, что произошло с недвижимостью, с жилой недвижимостью в целой провинции Фомагуста на протяжении как краткосрочного периода, будем рассматривать период сравнения, у нас будет январь с февралем 2026 года, а в конце видео поговорим о тенденциях, то есть о том, что произошло с рынком жилой недвижимости на протяжении одного года. Друзья, смотрим подготовленный мною материал. Я думаю, что вам будет интересно разобраться вместе со мной, опираясь на статистические данные, которые мне любезно предоставляет компания Olymp Consulting. Итак, друзья, традиционно говорим о острове Кипр, южной его части. Провинция Фомагуста, друзья. В прошлый раз мне там написали много кто чего. Друзья, ну, я понимаю, может быть, это несовершенство перевода. Я перевожу там порядка на 7 языках. Мои видео выходят. Мы говорим о вот этом кусочке провинции Фомагуста, которая подконтрольна южной части острова Кипр. Напомню вам, что северная часть живут турки-киприоты, южная часть живут греки-киприоты, и мы говорим о вот этой маленькой всего лишь части, которая провинция Фомагуста. Это всего в административно-территориальное отделение острова входит, как вы видите, 6 провинций. Итак, переходим к следующему слайду. Здесь я хочу вас познакомить также с административно-территориальным отделением, оставшейся вот этой части подконтрольной южной части острова Кипр. Провинция Фомагуста состоит из населенных пунктов или же муниципалитетов. Они в данном случае на карте отображены, как вы видите, красными такими пятнышками, да, а в целом можете посмотреть на табличке, это экселевские, да, экселевская табличка, где вы можете увидеть вот это самое ценовое зонирование или ценовые полигоны, как это называют картографы. Ну, а, наверное, если по-простому, то это наверное, как правильно сказать, локации, да, локации или районы, в которых, в общем-то, проживают греки-киприоты. Мы говорим в целом, друзья, о жилой недвижимости. Это и новое жилье, класс А, Б, и старое жилье С, Д, Е, Ф. Но так как видим, площадь здесь небольшая, я имею в виду квадратных, так сказать, километров, да, то я в выборку взял общую и старое и новое жилье. Итак, период сравнения у нас январь 2026 год и сравниваем с февралем 2026 года. Давайте на примере вам, друзья, покажу, ну, такие популярные города, муниципалитеты, куда, в общем-то, любят приезжать туристы из постсоветских стран или республик. Это Айанапа, видим, да, и сейчас сравним по стоимости, как сильно отличается. Итак, Айанапа 3712 евро за квадратный метр, это февраль 2026 года, что показало нам снижение незначительно за месяц, минус 0,13%. И вот давайте еще сравним с Протарасом. Да, Протарас это тоже знаменитый такой курорт, ну, по крайней мере, знаменит среди русскоязычного, украинскоязычного, белорусов, то есть часто приезжают туристы с этих стран. Здесь стоимость квадратного метра мы видим уже 5341 евро, что показало за месяц нам, я прошу прощения, 5336 евро. И сравнивая с январем 2026 года, показала нам незначительную динамику снижения на 0,09%. Итак, в целом, друзья, красная вот здесь черта по, значит, целой провинции Фомагуста, стоимость квадратного метра 2750 евро. Как считается средняя стоимость квадратного метра? Вы, наверное, это среднее арифметическое число, вы знаете. То есть суммируем
все вот эти цифры и делим на количество предложений и получаем вот это 2750 евро за квадратный метр. По каждой локации можете отдельно посмотреть, что показало в целом по провинции снижение минус 0,18%. Друзья, я также хочу обратить ваше внимание. Эти данные, которые перед вами о административно-территориальном делении провинции, я взял в открытом доступе с службы статистики, и, естественно, это вы сами можете посмотреть. Поэтому населенные пункты, где стоят две вот эти звездочки, это не полностью оккупированные населенные пункты, там какая-то часть контролируется южной частью острова Кипр. Поэтому, друзья, внимательно слушайте информацию, которую я вам рассказываю, и, пожалуйста, не ругайтесь. Следующий, друзья, слайд наиболее интересный. И здесь мы будем говорить о том, что произошло за 12 месяцев в целой провинции Фомагуста. Видим, что рост за 12 месяцев, ну если вверху посмотрите, 2,35% за год. Это вполне себе, в общем-то, логично ведет рынок недвижимости. Почему я говорю, что логично, мы сейчас разберемся. Вы также можете посмотреть по каждым локациям, насколько в данном случае подорожала недвижимость в течение одного года, так как у нас мы сравниваем февраль 2026 год с февралем 2025 года. Еще раз повторюсь, перед вами график, рисунок. Мы видим, как интересно вел себя рынок недвижимости целой провинции. То есть где-то до третьего квартала 2025 года мы видели такую незначительную динамику роста, потом она увеличилась, ну если в процентном соотношении читать, реперные точки вот здесь присутствуют. И вот внимание, друзья, прошу прощения, что первый месяц это январь 2026 года, сравнивая с декабрем 2025 года, показал нам динамику снижения. Февраль месяц также, друзья, что показывает динамику снижения. То есть это пока колебательные процессы, но все может быть, что перед нашими глазами начинающаяся выстраивается линия тренда. То есть вот эта аппроксимирующая линия характеризует тенденции. То есть больше года недвижимость росла, и последние 2 месяца, посмотрим в марте месяце, что будет. Если в марте тоже будет снижение, то уже можно смело говорить, ну не смело, но уже с достаточно уверенностью можно говорить, что линия тренда на понижение будет в 2026 году. Также можете посмотреть по еще раз локациям и как сильно отличается стоимость квадратного метра. Давайте, подводя итоги, сравнивая февраль 2026 года, среднее арифметическое число по провинции Фомагуста 2750 евро. В феврале 2025 года это было 2687 евро, что в годовом измерении показало, повторюсь, динамику роста плюс 2,35%. В выборку попали как старое жилье класса А, Б, так и старое, вернее, это новое жилье, так и старое жилье класса С, Д, Е, Ф. А теперь по поводу того, что я называю рынок недвижимости ведет себя в данной провинции адекватно. Давайте посмотрим основные макроэкономические показатели. Это экономики, которая 2025 год, он уже прошел, но с учетом того, что это всего лишь январь-февраль, я с марта месяца буду уже опираться на новые показатели макроэкономические развития экономики в целом южной части Кипра в 2026 году. А пока посмотрим, давайте, что произошло за 2025 год с экономикой. Причем 2024 год есть, видим там 2,6. Будем говорить о инфляции. Видим, что инфляция в 2024 году была 2,6%, и ориентировочно, кстати, почему-то Евростат еще не дал подытоживающие данные, какая инфляция была по факту в 2025 году. Здесь предположительно они выставляли 2%, но я думаю, наверное, 2,6, а может и даже и 3% в годовом измерении. Ну, посмотрим, когда новые данные будут, я их опубликую. Так вот, друзья, хочу сконцентрировать ваше внимание на инфляции. Что такое инфляция и какие процессы характеризуют инфляцию? Напомню вам, есть закон стоимости.
который гласит о следующем, что экономика работает сбалансированно, если количество выпущенных товаров и услуг, а напомню вам, что недвижимость является товаром, равно выпущенным деньгам, которые находятся в целом в обороте. Да? То есть это и фиатная валюта, деньги, которые бумажные, это и денежные агрегаты М0, М1, М2 и так далее. То есть это весь объем денег и обязательств, которые присутствуют в экономике. И вот если деньги выпускаются ровно столько, сколько выпущено товаров и услуг, тогда мы, в общем-то, видим минимальную инфляцию. А вот в данном случае, когда выпускается больше денег, в том числе и фиатных, то есть печатают эти деньги, помним, что 2019 года все экономики Евросоюза стали заливаться вертолетными деньгами, так называли экономисты, деньги, не подтвержденные выпущенным товаром и услугами. За эти деньги все меньше можно купить, за обесцененные деньги меньше купить товаров и услуг. Так вот, друзья, если мы предположим, что 2% или там 2,6% инфляция, то есть обесценились деньги за год прошедший 2025 на 2,6%, предположим всего лишь, да, а стоимость в целом выросла на 2,35% недвижимости за год, то мы можем смело сказать, что ваша недвижимость, если у вас недвижимость в данной провинции, она не подешевела нисколько. Да? Почему? Потому что вот эта инфляция перекрыта ростом стоимости квадратного метра в целом по провинции. А если ваша недвижимость, допустим, показывает, как это происходит в Пафосе, это также провинция, там динамика отрицательная, то вот здесь какая-то проблема есть. То есть недвижимость должна как раз вот на эти инфляционные процессы дорожать, как и любые товары, да, и услуги. Тогда это адекватно рынок себя ведет, или недвижимость адекватно ведет. А если она при этом еще и снижается, вот здесь какая-то история связана, наверное, может быть, с переизбытком данной недвижимости. То есть много предложений на рынке. И, как помните, был такой уважаемый Адам Смит, который говорил о всемогущей руке рынка. То есть это спрос и предложение. Чем больше предложений на рынке недвижимости, тем, естественно, и при этом нет спроса, тем цены на товар, что, друзья, снижаются. Если у вас предложений на рынке мало, мы про товар говорим, а недвижимость является товаром, а спрос большой, то есть товар этот находится в дефиците, то стоимость, естественно, на этот товар растет. Ну вот так я очень просто вам постарался объяснить такие базовые как бы законы, которые, наверное, изучают на первом курсе любого университета. Поэтому, еще раз повторюсь, Фомагуста, недвижимость, люди, которые имеют в этой провинции, она ведет себя адекватно. С марта месяца я начну записывать видео, где мы будем говорить о пассивном доходе. То есть зачастую недвижимость люди покупают не только для того, чтобы жить, а для того, чтобы сдавать ее в аренду, получая пассивный доход. И на примере жилой недвижимости я буду с марта месяца по всем провинциям, по всем, так сказать, муниципалитетам вам показывать, насколько выгодно или невыгодно инвестировать в недвижимость и сдавать ее в аренду. Ну а пока все, друзья. Показ слайдов закрываю. Пришло время, друзья, прощаться. Для того, чтобы вы знали, что происходит на рынке жилой недвижимости острова Кипр, вам необходимо что сделать? Правильно, подписаться на мой канал. Вы также можете лайки, дизлайки ставить данному видео. Можете писать мне какие-то вопросы задавать, я с удовольствием отвечу. А еще вы должны помнить, что я ваш скромный слуга, и компания Olymp Consulting готовим для вас ежемесячные обзоры рынка недвижимости острова Кипр, ну, южной его части, по крайней мере, которые точно станут для вас компасом или же путеводной картой в каменных джунглях рынка недвижимости острова Кипр. Друзья, до встречи в следующих моих видеороликах.